И вот в продолжение финансовой темы, господа, коммерческие банки страны вводят в заблуждение своих клиентов. Подробности в нашем специальном материале. Ежедневно через коммерческие банки России проходят сотни тысяч транзакций с участием граждан, которые фиксируются в электронной форме и на бумаге. Во всех документах обязательно фигурирует обозначение счета клиента. Согласно нормативным документам Банка России, лицевые банковские счета всех видов обозначаются в виде стандартного набора цифр, состоящего из 20 цифр. Идущие под номерами 6, 7 и 8 цифры набора обозначают вид валюты. Сегодня в России полная валютная либерализация. В некоторых банковских документах можно встретить не только доллары США или евро, но и заморские тугрики. Но все-таки в России пока большая часть банковских счетов и транзакций привязана к рублю. Тонкость в том, что за названием «рубль» могут скрываться разные платежные средства, имеющие разную покупательную способность. В России за последние 2 века происходило немало денежных реформ. После каждой из них появлялся новый рубль, а старый прекращал свое хождение. Остановимся на последней реформе. 1 января 1998 года правительство и ЦБ провели деноминацию рубля. Теперь один новый рубль равнялся 1000 старых. До начала реформы рубль в обозначениях счетов выражался цифровым кодом 810 и буквенным РУР. В конце позапрошлого десятилетия Госстандарт и Банк России разработали новый классификатор валют, и код рубля поменялся. Он стал выглядеть следующим образом – 643 руб. Коды валют нового классификатора содержатся в международном стандарте ISO 4217. Там также рубль обозначен кодом 643 руб. Можно предположить, что в определенный период в банковских документах могла сосуществовать старая и новая кодировка рубля. А вот с 1 января 2003 года старая кодировка должна была полностью исчезнуть. Однако вот уже 15 лет в банковских документах почему-то фигурирует старая кодировка 810. Есть информация, что валюта 643 руб используется только во внешторговых операциях и расчетах вне пределов России. Во внутрироссийских операциях искать ее бесполезно. Странно получается, нам говорят, рубль един, но коды от чего-то разные. Граждане неоднократно обращались на Неглинную с вопросом, какой код считать легитимным. Ответы ЦБ стандартные – 643 руб. На каком основании используется код 810 РУР, они не разъясняют. Те, кто въехал в тему валютных кодов, начинают нервничать. Кладешь на счет в банке 1 000 000 рублей, в документах эти рубли обозначаются кодом 810. Получается, речь идет о миллионе старых рублей, тех, которые обращались до реформы 1998 года. Если их перевести в современные, получится всего 1000. А где гарантия того, что в один прекрасный день банки не объявят своим клиентам, что их обязательства перед вкладчиками будут пересчитаны в пропорции 1 к 1000, так как вклады в старых рублях, а обязательства банка будут исполняться в новых? Трудно сказать, каковы мотивы повсеместного и упорного использования банками кода старого, дореформенного рубля. Если бы это делал один банк, можно было бы списать на халатность. Если это делают все, значит, это неспроста. Возникает ощущение, что кто-то специально заложил под российскую банковскую систему бомбу замедленного действия, которая может взорваться по чьей-то команде. Валерий Ильич, я хотел бы с вашей помощью все-таки разобраться в этом очень, казалось бы, простом, с одной стороны, но попахивающем такой аферой века вопросе. Вообще, это как? Это что за разные коды? Это действительно мина замедленного действия? Это может рвануть? Вот доступным языком можете объяснить зрителям телеканала «Царьград», о чем идет речь? Ну вот мы из раза в раз повторяем о том, что, значит, банковская система у нас вне правового поля. Самые разные аспекты мы затрагивали. Вот в том числе коды, ведь это же тоже элемент как бы вот этих юридических норм. То есть, казалось бы, такая казуистика. Да, казалось бы, ну такая мелочь, да, ребята, ну... Вот правильно сказано, что один банк мог ошибиться, халатность и так далее. Но если это делают все банки, значит, версия такая, что кто-то их покрывает. А кто их может покрывать? Естественно, банковский регулятор. А вот мы возвращаемся на Неглинную. Опять мы возвращаемся на Неглинную. А Неглинная делает все время отписки. Она отвечает на письма трудящихся, что законным кодом является только 643, а не 810. А граждане приходят, в том числе и ко мне, показывают документы и спрашивают, это как? Я говорю, пишите. И не только пишите на Неглинку, пишите в прокуратуру. И тут мы опять с вами возвращаемся к такой теме. А прокуроры иногда, знаете, такого Ваньку валяют, типа того, мы не специалисты.
Но, извините, не надо быть специалистом для того, чтобы понимать, что здесь должен быть код 643, а не 810. А можете объяснить, почему это так важно? Вот действительно, какой может быть подлог по сути своей? Так, понимаете, обе стороны могут использовать это нарушение в свою пользу. Вот, в частности, значит, банк может сказать, что, извините, ваши обязательства надо разделить на 1000. И мы вам выплатим, но мы вам выплатим не 1 000 000, а выплатим только 1000. Это может сказать даже не Но банк. это же скандал. Это даже не банк, а АСВ. Предположим, банк банкротится. Значит, естественно, АСВ агентство должно погашать обязательства. А если денег нету у АСВ, они скажут: ребята, мы вам заплатим, но вот по тому коду, который сопровождал все ваши документы, по коду 810. Александр Ильич, вы все-таки находите некое логическое Ну, жутковато. объяснение? Да. Нет, я пока не нахожу. Пока не нахожу. Это теория заговора. Это какая-то теория заговора. Вообще-то говоря, это не наш профиль. Этим должна заниматься прокуратура, это Следственный комитет, спецслужбы, в конце концов. Но это не наш профиль. Наш профиль заключается в том, чтобы только зафиксировать и сказать, что это чревато серьезными последствиями. Ну, понятно, что клиенты тоже могут свою пользу сыграть. Они скажут: ага, я взял 1 000 000 кредит, а я погашу вам новыми рублями. Вы-то мне дали старыми, вот по всем документам. Вы мне дали старыми рублями. Да, мало того, что вы мне дали старыми рублями, так вы еще и нарушили законодательство. Потому что по законам тот старый рубль прекратил существование, как правильно сказано было, с 1 января 2003 года. А вы чем занимаетесь? Вы занимаетесь тем, что вы работаете с недействующими денежными знаками. Это, наверное, какой-то вообще сюрреализм самый настоящий. Это какое-то фальшивомонетчество, причем не в крупных масштабах, это, можно сказать, фальшивомонетчество, которым занимается вся наша банковская система. Вообще, надо было бы спросить, вот так выборочно брать интервью у каких-нибудь руководителей там, или главбухов коммерческих банков. Вы-то что по этому поводу думаете? Вы же профессионалы. То есть все сохраняют вид, что все нормально, что механизм работает, но при этом применяются разные коды, которые могут фактически привести к афере века. Да, буквально. В смысле, я не нагнетаю. Да, я с вами согласен. Более того, сейчас люди уже прочувствовали эту тему. И, скажем, те ребята, которые, скажем, являются должниками по ипотечным кредитам... Там да вы что? Да. То есть народ, ну, у нас он уже прочухался, он говорит: а мы эту тему в свою пользу отыграем. Мы заплатим. Но банки в этом случае сразу подадут в суд. А у обиженных граждан есть тоже ход конем. Бумага. Они скажут: извините, а почему вы нам дали кредиты фальшивыми рублями? То есть такое ощущение, я в шоке. Такое ощущение, что кто-то закладывал мину для того, чтобы здесь устроить хаос в стране. Понимаете, вот мы сегодня там говорим: здесь хаос, там хаос, там фильм «Матильда», предположим, хаос. А это что, не хаос? А у нас под столом заложена мина замедленного действия. Конечно, конечно.